Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чья любовь вас согреет? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы такой человек, знаете, вот вы как-то живете для других, вы привыкли жить для других. Вы очень заботливый человек, который всегда старается, чтобы другим было хорошо. Вот вы не только сейчас, вы вообще по жизни такой. Если у вас была семья, вы вкладывались в семью, в детей, да, себя вы забывали, как всегда. Вы настолько вот готовы окружить любимых людей заботой, но это на самом деле это большая редкость. Вы и весельчак, вот вы умеете и гостей принимать, вы умеете отдыхать, да. Но опять же, вот у вас в вашей жизни была женщина, которая была вам, казалось, предназначена по судьбе, но сейчас эта женщина, она осталась далеко позади. Вот сейчас как раз вот у нас проигрывается, скорее всего, это либо же обман был от этой женщины, либо измена. Вот вы готовы, знаете, такое ощущение может быть, что вы готовы все отдать просто, чтобы вернуть все назад, но вернуть в ту точку, когда было все хорошо. Вот вы настолько глубоко в душе, с одной стороны, да, вам больно, вы обижены, но вам хочется вернуться в то начало, когда все было хорошо, чтобы жить дальше, проживать жизнь дальше, но уже как-то, знаете, по-другому, с теперешними мозгами, так сказать. Вы человек, который очень хорошо учится на своих ошибках. Вы делаете вот то, что вы из мухи слона делаете, это тоже есть такой момент. Переживать можете по пустякам. Но вы очень хорошо учитесь именно на тех житейских ситуациях, которые были. Поэтому вот может у некоторых из вас и быть такое желание, что вот вернуть бы все назад, но с теперешними мозгами, чтобы не совершать тех ошибок, да. Некоторые из вас сделали вот реально работу над ошибками, которые сейчас вот стали вам понятны, но уже поздно, тоже так может проигрываться, что вы поняли, да, может быть, где-то в чем-то был ваш косяк, но опять же, это вы поняли внутри, вот именно в своих потаенных вот недрах, так скажем, сами перед собой вы можете по-честному сказать, да. Кто-то, может быть, там интим редкий был, кто-то был не очень внимательный, кто-то, может быть, очень сильно углубился в работу, стал меньше внимания уделять, понимаете? То есть абсолютно по-разному может проигрываться, но сейчас вот вы начали понимать, где, в чем, какой косяк был, что можно было изменить, да? Я не говорю, что это там в чем-то вы виноваты, нет. Но вот у вас такие могут быть мысли, что вот если бы вернуть все назад, вы бы вели себя по-другому, все могло быть иначе, да, вот в таком ключе. У вас очень такая острая нехватка еще любви. Причем любви вам хочется такой настоящей, романтической. Не просто какой-то там туда-сюда, обратно тебе и мне приятно, да. Хочется отношений, причем, я бы сказала, вас больше, конечно же, тянет к женщинам, ну, более молодым. Я не говорю, что там 20-летним прям. Ну, хочется вам, конечно, ухоженную женщину, хочется стройную. Хотя вот я вам скажу, в вашем окружении есть много женщин. Ну, как-то особо никто в душу не западает. Так, давайте-ка смотреть, что же будет дальше. Особенно вот я смотрю, в вашем окружении есть одна брюнеточка. У нас почему-то в последнее время в основном брюнетки стали приходить, да? Так, давайте-ка смотреть. Чья же любовь вас будет греть, да? Вот брюнетка, я смотрю, у вас есть. Причем, смотрите,
Есть у вас и тайная воздыхательница. Я вам так скажу, чтобы не сильно шокировать. Вот есть у вас тайная воздыхательница, но она, я думаю, ну, намного старше. Ну, как намного, не намного, это относительно. Но она постарше вас будет. Вот она давно мечтает о вас, но это больше на роман она настроена. Плюс может проигрываться, что даже она замужняя, кстати. Но это чисто так, пороманить она может. Причем она такая, скорее всего, да, она либо в отношениях, либо же у нее муж, там есть законный, гражданский. Причем еще может так быть, что вот муж, допустим, в командировку, либо куда-то там на вахту, она начинает во все тяжкие пускаться. Вот такого склада, поэтому будьте осторожны. Дама, вот, которая приблизительно такого описания, тоже темноволосая, она может проигрываться, но, скорее всего, постарше вас будет. Вот она мечтает, но опять же, она вся такая холеная, избалованная. И, ну, человек чисто для развлечения ищет себе мужчину. Вот пока муж из дома, а она готова домой привести кого-то. Поэтому в этом плане будьте бдительны. Теперь, смотрите, в вашем окружении еще есть женщина. Она помоложе, тоже брюнетка будет проигрываться. Она довольно такая скромная. Она может быть не очень такая яркая, не очень приметная, но очень порядочная. Присмотритесь, вот в вашем окружении есть женщина. Давайте посмотрим, будет ли у вас что-то с ней, что вообще будет дальше в вашей личной жизни, да? И снова вы император такой весь. Смотрите, я думаю, вы поразмыслите, вы поймете, о какой женщине я говорю. Вот эта молоденькая, ну, не совсем молоденькая, но моложе вас, по крайней мере. Вы ее через какое-то время заметите. Она будет выделяться. Все чаще будет попадаться вам на глаза. Но вот как-то так будет ваша жизнь пересекаться с ней. Это не то, что она там специально вас где-то ловить будет. Нет. Но тем не менее, вы ее отметите, вы будете с ней как-то вот проводить больше времени. Вы будете больше общаться с ней по той или иной причине. Плюс вы ее отметите как женщину, но опять же это будет, ну, чуть попозже, да? Вот хоть вы и пересекаетесь, но пока вы ее еще как женщину вы не отметили. Поэтому думайте, присматривайтесь. Что она за человек? Давайте посмотрим. Вот она как раз настоящая. Вот она настоящая, она готова прийти, даже когда вам будет плохо, прийти на помощь. Такие женщины довольно верные, такие женщины порядочные. Вот она из тех, которые любят и романтику, она любит и какие-то красивые поступки. Хотя, в принципе, ну, наверное, все женщины любят красивые поступки. Но вот она какая-то, знаете, ну вот чистая, что ли. Ну вот по-другому я не могу сказать. Вот таких женщин на самом деле довольно мало. Вот вы можете снова мне рассказывать, что это все сказки, таких не бывает. Но я вам скажу, ребят, если вам не попадались такие женщины, если вы не повстречали, но это не значит, что таких нет в природе. Вот именно, ну, чистый человек, ну, я даже не знаю, каким словом еще ее назвать. Очень чистый, искренний человек. Вот про таких женщин говорят, с ней можно и в радости, и в горести. Вот такие женщины, они всегда подставят свое хрупкое плечо. Такие женщины всегда смогут понять, утешить. Да? Такие женщины не будут гнобить и говорить вот это пресловутое: «А я же тебе говорила, да, ты такой сякой». Ну, то есть на нее всегда можно положиться. С этой женщиной у вас будут как раз серьезные отношения, которые, посмотрите сами, к чему приведут. Здесь брак, да, у кого-то может быть гражданский брак, у кого-то официальный. Причем вы будете готовы вот, ну, горы свернуть ради нее. Да, к вам будут и в дальнейшем, кстати, клеиться другие женщины. Будьте осторожны, потому что эти женщины, вот они реально, вот как здесь у нас нарисовано на карте, да, вот они будут вроде бы флиртовать, вот подкатывать к вам, но они будут, ну, в маске своего рода, да. Вот просто, чтобы поразвлечься, они будут
рассказывать все, что угодно. Они будут завлекать как угодно, просто чтобы вот именно почудить с вами, пошалить, да, вот провести там денек-другой, либо же ночку. То есть будьте осторожны, фильтруйте свое окружение. Вот именно вот эта женщина, которая как раз вот для серьезных отношений у вас идет, она уже есть в вашем окружении. Еще раз повторюсь, вы просто особо пока не заметили ее. Но придет время, всему свое время, как говорится. Вы ее отметите. Потому что вот этом, я не знаю, знаете, как говорят, особенно если мужчина один в женском коллективе, как кот в рыбной лавке. Вот эти все охотницы за мужчинами, они ведь не дремлют, да, вот они видят, что мужчина холостой, там еще если довольно неплохо и выглядит, но охотиться начнут многие. Поэтому смотрите, в вашем окружении даже вот еще одна такая дамочка нарисуется, тоже, кстати, она вам понравится. Но эта фифа, конечно, но она реально себе на уме. Давайте-ка она свободная или же нет? Нет, это абсолютно... Это дама, которая, ну, рассчитывает чисто на развлечение. Еще одна. Посмотрите, да, вот казалось бы, уже не одна дама выпала, а вот все какие-то, ну, то ли неискренние, то ли для развлечений, да, вот она такая и вашим, и нашим. Очень такая двуликая. Тоже будьте бдительны, будет охотиться за вами. Давайте-ка уточним. Скорее всего, у нее есть муж, причем муж довольно солидный, может быть статусный, обеспеченный. И женщина, опять же, охотится просто за какими-то, вот знаете, острыми ощущениями. Поэтому будьте бдительны. Вот ей не хватает романтики в семье. Поэтому ей нужен такой, знаете, как говорят, мальчик на побегушках. Пока муж солидный, вот этот денежный на работе, там, либо в отъезде, она себе подыскивает забаву путятишну, так сказать, да, развлечения. Поэтому будьте бдительны. И не пропустите вот эту вашу даму, которая вот настоящая, которая говорила, которая полюбит всей душой, которая подставит свое плечо, с которой вы будете реально счастливы. Поэтому, ребят, довольно сложно, конечно же, почувствовать, да, почувствовать своего человека. Особенно, когда много искушений, особенно, если вокруг много женщин, особенно, если эти женщины начинают сами проявлять активность, да, вот клеиться. Ну, довольно сложно мужчине устоять, особенно, если это красивые женщины, да. Поэтому включайте вот свою интуицию. Вот включайте, думайте, анализируйте в чем-то, да, прислушивайтесь к ощущениям вашим. Потому что, ну вот если вы уже знаете, что у человека есть там муж, допустим, да, даже вот ваша знакомая может быть какая-то, либо коллега, которая к вам клеится, и вы знаете, что она не свободна, ну это сразу лесом, да. Ну, нормальная женщина, которая порядочная, она не будет искать и ходить направо-налево. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. А если она уже имеет мужчину, и она снова вышла на подвиги, да, она вышла на охоту, либо же пока муж в командировку уехал, ну да грош цена таким женщинам. Я думаю, вы со мной согласны. Напишите в комментариях. Поэтому в вашей жизни появится та единственная, но опять же, вот знаете, на вас как будто вот как коршуны слетятся. Вот женщины, которые будут вас атаковать, но опять же, то замужние, да, то какие-то несерьезные, но среди них вам важно выбрать свою и почувствовать. Я думаю, вы не ошибетесь, потому что ну, человек, который вам предназначен, она вашей так и будет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!